Добрый день, дорогие зрители! Меня зовут Ольга, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы будем с вами шить блузку из номера 1 за 2022 год. И блузку я выбрала вот эту, блузку с обложки. Это модель 103, и идет размерный ряд от 36 до 44. Шить я эту блузку буду вот из такого яркого материала. Он тоненький и будет очень хорошо ложиться. Ну что ж, итак, приступим. Эта ткань вот с таким вот орнаментом. И поэтому я ее разложила в один слой. И сейчас приложила выкройки. И сейчас буду выкраивать так, чтобы совпадали эти линии, полосочки, квадратики, кружки. Ну, посмотрим, что у меня получится. Я выкроила все детали и продублировала обтачку правой части переда, обтачку левой части переда и обтачку горловины и спинки со сгибом. Ткань эта оказалась очень сыпучая, и поэтому все детали я буду сшивать вот таким вот французским швом. Или как его еще называют, запошивочным. Или как его еще называют, закрытым швом. Вот так он выглядит с лицевой стороны, а так выглядит с изнаночной. После примерки я сделала некоторые корректировки. Я выточку перенесла выше на 2,5 сантиметра. Сейчас я стачаю нагрудные выточки. Также сейчас соединю все обтачки. Это две обтачки переда и обтачка горловины спинки со сгибом. И на рукавах стачаю локтевые выточки. Теперь стачиваем плечевые швы. Для этого накладываем части переда на спинку. Я притачала обтачку. Теперь вот здесь вот плечевые швы необходимо закрепить ручными стежками. И затем стачиваю боковые швы. Я подшила низ, и теперь необходимо соединить две части переда, левую и правую. Мы правую часть накладываем по линии совмещения на левую, вот так, таким образом, и прокладываем две строчечки вот здесь вот по краю и отступив 2 сантиметра. Так мы соединим две этих детали. Я прострочила двумя отделочными строчками, и остался такой вот отворотик. Теперь необходимо втачать рукав, но прежде его нужно немножко припосадить между вот поперечными метками. Для этого я проложила строчку на максимальной длине стежка, и теперь вот немножко ее стягиваю до необходимой величины. Вот сейчас приколю, приметаю и втачаю рукав. Блузка уже готова, и я пришиваю по переду вот такие вот желтенькие пуговички. Блуза готова. Вот так она выглядит. Посмотрите, какие красивые пуговки. Отворот. Так выглядит с изнанки. Швы я сделала закрытые, потому что ткань очень тоненькая и сыпучая.